В тихом городке жил 17-летний парень по имени Даниэль. Его дед погиб задолго до его рождения, но память о нем жила в доме, в фотографиях, орденах и старых письмах. Даниэль чувствовал, он обязан сохранить эту связь. Однажды он решился на шаг, который для сверстников казался странным. Пошел в маленькую тату-студию. Старый мастер выслушал его историю и набросал эскиз, военный знак подразделения, где служил дед. Каждый штрих ложился на кожу осторожно, словно это было обещание. Даниэль вышел с болью и гордостью. Теперь на его руке был символ памяти. На следующий день он показал татуировку друзьям на школьном стадионе. Вместо уважения услышал смех. Лучше бы сделал дракона, стариковские штуки. Парень пытался не выдать обиды, но внутри чувствовал, будто насмехались не только над ним, но и над дедом. Через несколько дней в город приехала делегация ветеранов. На площади школьников построили встречать гостей. Среди них был пожилой генерал с седыми висками. Проходя мимо, он заметил на руке Даниэля знакомый знак. Генерал замер, выпрямился и отдал ему честь. Настоящую, строгую, военную. Толпа стихла. Одноклассники, еще недавно смеявшиеся, смотрели с ошарашенным уважением. Генерал остановился, пожал руку Даниэлю и сказал: «Твой дед был одним из самых смелых людей, которых я знал. Он спас жизни, и я никогда не забуду его». У Даниэля защипало в глазах. В этот момент он понял, насмешки ровесников ничего не значат. Главное — настоящая память и честь. С тех пор он больше не сомневался в своем выборе. Татуировка стала не просто рисунком, а символом уважения и внутренней силы.